Мы приветствуем вас на лучшем вайшнавском кулинарном канале на кухне Матаджи Ананда Гопики, Шрид Хамму и Пури. Харе Кришна, Матаджи. Харе Кришна. Что мы сегодня с вами приготовим? Сегодня мы приготовим сладости для всеобщей радости, потому что все нас просят приготовить какие-то новые традиционные сладости, и сегодня это будет сладость, которая называется Майсур пак. Это сладость традиционная для штата Карнатака, и название она получила от места под названием Майсур, соответственно, Майсур пак. И делается она из нутовой муки. Нутовая мука, ги, сахар, вода. В принципе, вот все ингредиенты, и они удивительным образом сочетаются в такую очень хорошую сладость. Нам сегодня понадобится 1 чашка нутовой муки. Не знаю насчет гороховой, кстати. Лучше возьмите нутовую, то есть нутовая — это именно из нутового горошка, из турецкого мука. И она имеет несколько другой оттенок вкуса. Гороха все-таки немножко так вот отдает этим горохом. Для покоров, может быть, ничего, а для сладости вот лучше нутовую. Значит, и 1 чашка, это где-то 250-230 даже миллилитров. Вот, что мы делаем? Мы муку нашу берем в сухую посуду. Желательно, чтобы она была какая-то или толстенькая, или еще антипригарная, потому что мука — это такое дело нежное. Мы будем ее обжаривать. И, то есть мы ничего не добавляем, пока просто мы на сухую ее обжарим до той поры, пока она не будет такая легкая. То есть какая-то влага из нее не испарится, она немножко поджарится. Цвет она особо не поменяет, чуть-чуть пойдет такой аромат. Обжаривать муку. В каком огне? Как часто мешать? Главное очень хорошо помешивать, да, потому что она же очень-очень мелкие частички, чтобы было очень равномерно прожарено. То есть мы помешиваем постоянно. И сейчас я включила на сильный огонь. Если сильно у меня разогреется моя посуда, то я добавлю на средний. На среднем лучше. Обычно минут 5-7 занимает. Это зависит от объема, какой вы берете, допустим, столько же или в 2 раза больше там, или во сколько-то. Это зависит от того, насколько у вас плоская ваша посуда, насколько быстро разогреется она, то есть плюс-минус всегда будет. У нас мука стала такая очень легкая, и она чуть-чуть даже изменила цвет, и цвет и запах, да, пошел какой-то такой вот жареной муки. И в то же время она не сгорела, она просто чуть-чуть как бы изменила оттенок. И, может быть, даже кто-то даже не заметит, вот, особенно на видео. Но имейте в виду, что она должна быть легкая, чуть-чуть появится запах. И прошло у меня 6 минут, вот конкретно в моем случае. И сейчас мы ее должны просеять, чтобы она стала еще более легкая. То есть какие-то, если комочки там, это запросто. Вот она горячая, и это очень хорошо, потому что мы будем сейчас добавлять ги. Нам нужно, чтобы они смешались, ги расплавилась. Поэтому я переставляю на горячую обратно конфорку. Она у меня выключена, но она горячая. Тут посуда у нас была. И можно видеть, как вот здесь вот остаются. Видите, такие они не комочки, они как бы шарики такие. То есть мы все вот это сейчас должны превратить в очень-очень однородную муку. Вот, и она стала совсем другой, такой пушистенькой. Так она сейчас будет лучше у нас смешиваться с ги. И кислородом тоже. Так, сейчас, пока она тепленькая, быстренько мы взвешиваем ги. Значит, сюда нужно добавить пол чашки ги. И вот так вот неудобно, если класть в посуду ги, замерять, потом выкладывать, оно все остается на стенках, не очень экономно. И я, в общем, решила сделать вот так. Вернее, уже делала. По весу? Да, мы добавим по весу, оттарим. В общем, мы должны добавить 100 грамм ги. Здесь мы добавляем 100 грамм ги, и потом нам нужно будет еще отмерить в процессе, будем добавлять. Поэтому это еще, если вы записываете рецепт, то это еще не все. Так, 100 есть. 100 грамм ги у нас есть, и мы все это перемешиваем. На огне или просто? Если у вас холодно и ги сильно застывшие, я вот сейчас буду смотреть. Мне кажется, что у меня
Да, горячая мука, все, оно сразу очень, смотрите, сильно-сильно стало таким жидким. И оно хорошо перемешается. Здесь нужно перемешать так, чтобы не было совсем комочков. На плане такая мягкая ложечка хорошо, конечно, так раздавливает. Если у вас комочки, возьмите венчик и их разбейте. То есть комочков здесь не должно быть, они нам потом будут вредить в процессе. И мы переходим к следующему этапу приготовления сиропа. Теперь нам нужно сделать сироп, сахарный сироп. Для этого мы должны смешать 1 чашку сахара. Здесь нужен именно белый сахар. Вот у меня это тростниковый мишри, очень хороший сахар. Лучше, конечно, чтобы он был не рафинированный какой-то, но для, допустим, заменить чем-то там его уже не пойдет, потому что нам нужно сделать сироп, чтобы он был вот этот вот с одной ниточкой, немножко тягучий такой сахарный сироп. Значит, это у нас 1 чашка, и воды здесь идет в 4 раза меньше, то есть 1/4. 1/4 чашки. Значит, сироп должен у нас закипеть и кипеть до той поры, пока он не станет вот этой вот нужной нам консистенции. Главное не прозевать, если будет слишком густой сироп, то, возможно, будет достаточно твердые наши сладости, да, поэтому... И в то же время, если очень жидкий будет, то тоже не очень получится. Поэтому вот нужно угадать. Для этого я покажу, как проверять. Сейчас он пока должен закипеть и немного покипеть. Буквально через 5 минут нужно уже проверить. Такое небольшое количество сиропа, тем более воды совсем чуть-чуть, оно очень быстро варится. Вот у нас покипел буквально, не знаю, даже 3 минутки, и мы проверяем. Есть. Вот уже образуется ниточка, она слегка-слегка. И сейчас у нас стынет, будет уже нормально. В общем, буквально 1 минутку еще, чтобы прям конкретно уже была ниточка, и все. Мы убавляем сироп на самый низкий огонь. Сейчас будет происходить самое ответственное. Мы будем смешивать сироп и вот эту нашу вот смесь ги с нутовой мукой. Значит, мы вливаем, убавили, вливаем все, постепенно помешиваем. Значит, мы должны очень хорошо смешивать и постоянно помешивать. Здесь пока нужно заранее приготовить форму, в которой мы будем это все вливать, потому что очень-очень быстро застывает. То есть мы выключаем, выливаем, оно сразу застывает. И это еще не все ги, которое мы должны добавить. Здесь мы еще будем добавлять по чуть-чуть. Вот только ги с нутовой мукой смешалась, и вот стало как, вот, знаете, как халава, когда готовы такие дорожки. Значит, все мы добавляем еще ги. Здесь нужно нам добавить еще 7 ложек столовых ги. Так, она горячая. Я добавляю еще 2. Мы будем добавлять постепенно, да. Добавляем 2. Перемешиваем. Мы сейчас не будем долго жарить. Нужно, чтобы только смешалась ги. Вот она сейчас отдельно плавает, да? Вот видно. И вот только она в единую массу превращается, мы добавляем еще ги. Пока оно не вберет в себя. На самом деле опытные повара, они даже не считают, сколько там ложек, они просто добавляют и смотрят. Когда масса перестала в себя вбирать ги, то есть она вот так немножко ги остается, не хочет впитываться, значит, они выключают, и все готово. И здесь главное не пережарить. Есть такой мастер-пак, бывает разный, бывает очень мягкий, бывает внутри такой прям очень хрустящий, пористый. Это вот тот мастер-пак, и такой темноватый цвет у него внутри. И вот это вот тот мастер-пак, который вот сильно жарит. То есть у нас будет такое что-то среднее, больше похоже на конфетку или щербет. Вот все смешалось, у нас добавляем еще ги. 1 столовая ложка. 2 столовые ложка. Значит, уже добавили 4 столовых ложки. В итоге здесь выйдет ги и нутовой муки 1 к 1, когда мы все это смешаем. Вообще и самый традиционный мастер-пак ги идет в 3 раза больше, чем нутовой муки. Это такой более адаптированный, то есть 2 варианта таких менее жирных. То есть, в принципе, можно класть и ги да, больше, можно ги больше класть, хотим. смотреть, как оно впитывает. Но оно, скорее всего, перестанет уже впитывать в какой-то момент, потому что мы муку обжарили. Вот, смотрите, хоп, опять, да, единая масса, единая, пластичная, шикарная такая, как масса. Мы добавляем еще
Еще 2, да? Это получилось 6. Да, еще, может, 3. И еще посмотрим, мы будем ли добавлять третью. Это просто я так сделала в прошлый раз. Всякое бывает. Смотря как муку еще обжаришь. Если не дожаришь, больше ги возьмет. Если пережаришь, меньше ги возьмет. Главное на низком огне, иначе все это сгорит дело. Очень быстро мешаем и смотрим, следим. Чтобы она не успевала прям запениваться. Когда она все впитается, ги, она начинает сразу пениться. И вот это вот образуется как раз. Вот опять все впиталось. Добавляем еще столовую ложечку. Можно еще одну, в принципе. Но можно остановиться. И как только оно все у нас впитает, здесь не добавляются никакие ароматизаторы. Сама по себе нутовая мука с ги очень-очень-очень вкусно. Аромат. И еще карамель. Вот это вот, ну не карамель, сироп, он вот из-за того, что мы его не просто сахар, а сироп, он тоже такой аромат карамельный чуть-чуть дает. Все впиталось. Быстро выливаем. И быстро-быстро разравниваем. И нарезаем тоже очень Она быстро. моментально начинает застывать, когда соприкасается с холодной поверхностью и воздухом. Здесь нужно разровнять. Все, и даже вот можно, если, не знаю, видно ли будет на камеру, поднимаются небольшие пузырики. То есть мы ее кипящей прям выливаем, эти пузырики начинают подниматься, и такой небольшой пористость внутри за счет этого образуется, поэтому нужно сразу выливать очень горячее. Значит, сколько нужно ему застывать? Ну, вот буквально чуть-чуть она остынет, еще будет горячая, но чуть-чуть 5 минут. Я сейчас покажу, какая будет, ну, вот она от стенок начнет отслаиваться, отходить, да? И нужно будет тогда нарезать. Лучше сделать это, пока она горячая, потому что иначе потом она немножко будет крошиться, то есть лучше горячим нарезать, а потом уже, когда полностью остынет, уже можно вытаскивать и предлагать. То есть мы сейчас ждем, пока чуть-чуть оно застынет, схватится. Наверное, минут 7, 10. может быть 10, да. Смотрите, оно еще такое немножко мягкое, но уже тугое получилось и отходит от краев очень хорошо. Значит, можно нарезать. Лучше на всякий случай пока ее не извлекать из формы, чтобы она не сломалась, но нарезать мы ее можем, потому что тогда уже пока она мягкая, она легче режется. Не будет крошиться. Да, потом просто мы вытащим уже кусочками такими. Ну, нарезать можно длинными вот такими, обычно нарезают штучками. Прямоугольные мастер-пак подает почему-то. То есть только-только так отходить от формы начала, только-только вот вы потрогали, оно стало, схватилось, можно уже резать. Потому что у меня уже туго режется. Очень пахнет вкусно. Ореховый такой запах нутовой муки и ги. Очень сочетание хорошее. Все, мы его разрезали, может где-то не дорезалось, потом ничего страшного. И теперь оно должно у нас полностью остыть, и мы его из формы будем вытаскивать. Застыл наш майсур-пак, очень даже, смотрите, вот так вот если взять, такой вот он получился. Но он не хрустящий, он такой, больше как вот правильно сказали, конфетка-коровка, да, он такой как щербет. То есть вот так мы его разламываем, если то, хоп. Да, вот такой получился. Такая вот замечательная у нас получилась сладость, южноиндийская сладость из нутовой муки, майсур-пак. И для меня это было такое открытие, очень легко делается и очень вкусно получается. Надеюсь, вам тоже очень понравится. До встречи. Приятного аппетита, Хари Кришна.